Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Меня зовут Юлиана, и наша золотая команда приветствует вас в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание подаркам и поговорим о том, какие подарки нельзя дарить, почему именно это подарки считаются с плохой энергетикой и как они могут навредить вам. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы много узнаете полезной и важной информации для себя. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. А прямо сейчас в комментариях под этим видео активируйте следующую волшебную фразу для себя. Я одобряю себя за каждый самый малый успех. Я успешный человек во всем. Истинно да будет так. Написав это в комментариях, обязательно громко скажите про себя. Вы знаете, есть такие вещи, которые нельзя ни в коем случае дарить и принимать в дар. Почему это так? Дело в том, что каждой вещичке, каждому предмету присуща своя энергетика. Поэтому, когда вы дарите определенные неправильные вещи, вы таким образом будете привлекать в жизнь человека как положительные события, так и разного рода неприятности. А когда вы примете один из таких подарков, то вы тем самым нарушите свое энергетическое поле, что повлечет за собой неприятности в вашей жизни. Вы должны понимать, что подарки – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы дарим их, мы их получаем, но есть целый ряд предметов, вещей, которые не стоит дарить и принимать, для того, чтобы не привлечь беду и неприятности в свою жизнь. И при этом вы можете привлечь неприятности не только в свою жизнь, но и в чужую. Итак, давайте поговорим, что же это за такие вещи. И начнем с ножей. Ножи категорически нельзя дарить. Также не нужно дарить любые острые предметы, вилки, кинжалы, булавки, ножницы, маникюрные наборы. Все, что острое, потому что именно такие вещи, они притягивают негативную энергетику в вашу жизнь. И они привлекают к вам неприятности. Такие подарки передают плохую энергетику, которая в большем количестве сосредотачивается на острие. И подарив такой подарок паре, вы можете тем самым разрушить семью. Принеся такой подарок в дом, вы подвергаете всю семью на неудачи. Если вам все-таки преподнесли подарок такого рода, вам нужно обязательно за него отдать несколько копеек. Так вы нейтрализуете плохую энергию, как бы купив эти вещи. Далее зеркало. Зеркало имеет магические свойства. Не нужно их дарить и принимать в дар. Потому что зеркалам свойственно впитывать в себя энергию, будь она хорошая или плохая. И у многих народов зеркало считается плохим атрибутом. Особо опасными считаются именно старинные зеркала, так как они впитали в себя и хранят энергетику всех тех людей, которые пользовались ними из поколения в поколение. Также опасными считаются и зеркала, которые имеют острые углы, и зеркала, которые были в пользовании, особенно у людей, которые старше вас. Такие зеркала нельзя принимать в дар ни под каким предлогом, так как очистить их от плохой энергетики невозможно. Такой подарок принесет вам только беды. Дарить зеркала также нельзя, так как с ним вы дарите человеку и свою энергию, что приведет вас к неудачам. Зеркала, принесенные в дом, принесут вам неприятности. Если уж вы не смогли отказаться от такого подарка, посыпьте его солью и заверните в мокрую ткань, чтобы оно полежало там несколько часов. Потом сотрите соль, выставьте его за окно и покажите ему солнышко, деревья. Это делается для того, чтобы напитать его положительной энергией.
Но это не относится к старинным, подаренным старшим человеком и зеркалам с острыми углами, потому что вы должны понимать, что они чрезвычайно опасны. Далее кошелек. В принципе, кошелек можно дарить. Но делать это нужно правильно. Если его подарить неправильно, то нищета станет вашим спутником и того, кому вы сделали такой неуклюжий подарок. Нельзя дарить пустой кошелек. Это изначально символ отсутствия денег. Перед тем, как дарить кошелек, в него обязательно нужно положить какую-нибудь купюру. И тогда у человека, которому вы его подарите, будут финансы и удача. Но нужно с таким подарком все-таки быть осторожным, чтобы не передарить свою энергию денег в другие руки. Кошелек также должен быть и новым, потому что, даря старый кошелек, вы отдаете свои деньги. Кошелек должен иметь темные оттенки, либо быть красного цвета. Светлые оттенки ассоциируются с водой и воздухом, а деньги в таких кошельках не задерживаются. Если вам вдруг принесли в подарок пустой кошелек, попросите положить туда купюру, чтобы нейтрализовать энергию бедности. Далее нельзя дарить часы. Этот подарок имеет очень глубокое сакральное значение и часто символизирует не только время, но и его ограничения. Когда вы дарите часы, вы как бы ограничиваете время человека в этой жизни, которому делаете такой подарок. Поэтому часы нельзя дарить. Они сокращают жизнь тому, кому вы их дарите. Если часы, которые вам подарили, сломаются или станут, то вас ждут большие неприятности и неудачи. Ни в коем случае нельзя дарить часы пожилым людям, так как это может навлечь на них беду. Если вы надумаете подарить часы близкому человеку, то это приведет к частым ссорам, а в будущем может и к расставанию. Если вам сделали такой подарок, чтобы обезвредить его, за часы нужно заплатить хотя бы мелкой купюрой и сразу же поставить правильное время на них. Если же вы очень настроены преподнести такой подарок кому-то, то возьмите за него денежку. Вы должны понимать, что подарок – это энергия, которой вы обмениваетесь с человеком, которому преподносите такой подарок. Или наоборот, вы берете энергию от человека, который вам делает подарок. И выбирать подарки нужно, не только обращая внимание на вкусы того, кому вы собираетесь делать подарок, но и также изучать, что правильно дарить, чтобы не создавать себе и другим проблем. Получается, вроде подарок это хорошо и несет хороший посыл, а в результате, к сожалению, выходит все наоборот – беды и несчастья. Поэтому лучше не спешите и правильно подходите к этому вопросу. И не забывайте, что для того, чтобы нейтрализовать плохой подарок, который вам преподнесли, заплатить за него нужно символическую плату. А про себя тихонечко произнесите «Оплачено». Друзья, сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующее видео, которое мы вам рекомендуем посмотреть. Там очень много полезной и важной информации для вас. Нажимайте, переходите и смотрите. Приятного просмотра!